Друзья мои, прекрасен наш союз. С вами Алексей Азаров, как всегда, на канале позитивной недвижимости в Италии. Солнышко, море, 4 урожаев в год. Это уже практически наш логотип. Надо уже Азаров убирать и вешать 4 нормальных лимона или 4 мандарина. Кто меня не знает, 13 лет радую зрителей, которые планомерно переходят в стадию клиентов, а с клиентов в стадию друзей, то есть уже 13 лет этим занимаемся, знаем от А до Я, что значит эмигрировать в Италию, потому что сами через все это прошли, как покупать, где покупать, почему покупать и зачем покупать. Наша сегодняшняя тема очень интересная, потому что получаю очень много вопросов, да, Алексей, сколько будет стоить, не знаю, вот сейчас покупаю там квартиру за 100 тысяч евро, 150 тысяч евро, да, там, или покупаю, понятно, кто покупает за 15 миллионов, не слышал сколько, никогда, у них вопросов, сколько это будет стоить. Опускаемся на землю и общаемся в нормальном русле, то есть сколько стоит небольшая недвижимость, квартира двухкомнатная, однокомнатная, там трехкомнатная квартира, потом разберем, сколько стоит примерно содержание домов, да, дома, сколько стоит дом содержать в год примерно. Сделаю небольшой ролик, надеюсь, 20 минут уложимся. Тема интересная, потому что очень много аспектов. Например, спрашивают: Алексей, сколько я буду платить налогов в год за данную недвижимость? И Алексей, как всегда, отвечает: ребятки, я не знаю. Почему? Потому что у каждой недвижимости свой налог в год. И он рассчитывается по кадастровой стоимости. Налог в год называется, налог на недвижимость в Италии называется ИМУ. Вот. И чтобы ее рассчитать, вы можете зайти на сайт своей коммуны. У нас там в Сан-Ремо, например, могу скинуть пример. Зайдете по ссылочке, которая будет внизу в описании данного ролика. Там есть раздел, где вы спокойно можете посчитать, сколько вы будете платить. Опять-таки, очень много есть онлайн-калькуляторов, которые вам помогут плюс-минус посчитать. Но мой опыт, я здесь 14 лет живу, я все доверяю бухгалтеру, вот, потому что в любом случае у меня компания, бухгалтер у меня это делает, да, то есть сам считает четко, и налоговые ко мне никаких вопросов не имеет до копейки. Потому что если вы там где-то в онлайн-калькуляторе ошиблись, пардоньте. По крайней мере, все наши клиенты, кто у нас обслуживается, это стоит услуга, она раз в год или раз в полгода. 16 июня оплачивается налог на недвижимость и 16 декабря. Вот. И у нас у бухгалтера стоит, по-моему, это 100 евро стоит услуга. То есть, можете сами бесплатно, можете там с помощью специалистов, может быть, ваш специалист там будет дешевле или дороже. В любом случае, я рекомендую всегда со специалистами общаться. Вот. Это что касается налога на недвижимость. Но в среднем квартира, да, у нее небольшая кадастровая стоимость всегда в основном стоит где-то налог в год. У кого 350 евро в год, опять-таки в зависимости, 600 евро в год. То есть нормальные, приличные, позитивные суммы. В год, я говорю, да, в год. Дальше, это налог. Если у вас квартира, значит квартира, скорее всего, может быть, если не старый город, например, в кондоминиуме, да, в кондоминиуме. Здесь, в зависимости от того, какой у вас метраж и какие у вас тысячные доли, миллезими, вы оплачиваете, опять-таки, кондоминиум. Здесь тоже раскрытая большая тема, потому что кондоминиум может быть только личная площадка, свет и все. Это будет он стоить вам минимум 600 евро, 400, 600, 400, вот так вот в год. Или там, если у вас есть бассейн, парк обалденный, да, там огромные пальмы, вот, каждая пальма там по 20, по 40 тысяч евро, ее нужно растричь. Теннисный корт, что там еще, что-нибудь еще придумать можно, да, то здесь кондоминиум у вас, конечно, будет уже от 2500 евро. Но, опять-таки, предела нет, у нас кондоминиумы есть и за 10 тысяч евро, и за 8, и за 15 тысяч евро в год, в зависимости от того, естественно, какой у вас бюджет, естественно, это понятно. Но иногда, вот, например, Санта-Стефано-Альмара у нас есть кондоминиум, двухкомнатная квартира, которая стоит недорого, 200 тысяч евро, например,
У нее кондоминиум 5000 евро, потому что она на берегу прям, в порту. Ну это просто катастрофа. И поэтому все пытаются от них избавиться, но никто не покупает. А кондоминиум ты обязан платить. Вот. Поэтому кондоминиум давайте рассчитывать, ну, в среднем где-то, вообще в среднем, по крайней мере, опять-таки по Лигурии, кондоминиум средний стоит 1200-1500. Да, это нормальный дом, с консьержем там, или без консьержа, с нормальной территорией, ухоженный, да, то есть где-то рассчитывайте средний 1200-1500 в год кондоминиум. Дальше. Свет, газ, вода. Тоже тема от нее аж оскома. Свет, газ, вода, сколько нас ждете? Сразу вам скажу, даже если вы не живете в Италии, я себе там записал, по-моему, в списке, я в том году ничего не успел, надеюсь, в этом хоть как-то рекуперируюсь, рассмотрим, как оплачивать там эти платежки и из чего что состоит. Скажу кратко, даже если вы не живете, не пользуетесь водой, светом, газом, в любом случае вы используете данный трубопровод, данные электрические провода, в любом случае, хотите вы не хотите, с вас компания возьмет наперед деньги. Да, в Италии так. Плюс-минус, как они думают, или до этого, например, сколько стоило до этого у продавца она. Если она стоила, например, там, в месяц, не знаю, там 50 евро, а у нас оплата идет по 2 месяца, биместрале. Вот, то есть вам будет выставлять по 100 евро, не удивляйтесь, да, то есть оплачивайте. В концу года обычно мы пишем письма, что, господа, то есть мы не были полгода, но оплатили такую-то сумму, пожалуйста, пересчитайте, да, то есть нужно с ними связываться, письмо, счетчики, электросчетчики у всех у нас автоматически не надо снимать, если вода или газ, то снимаете, отправляете, и потом, опять-таки, можете там 3-4-6 месяцев вообще не получать ничего, да, ноль. То есть здесь не пугайтесь, потому что многие звонят, Алексей, мы там полгода ничего не получали. Нормально, мы в Италии, все спокойно, главное терпение. Терпение, только терпение. Вот. Но в любом случае в среднем в квартире свет стоит где-то, рассчитывайте, на 50 евро в месяц. Все. А там уже как нас ждете, у меня дом двухэтажный в Сан-Ремо. Мы платим где-то, по-моему, если не ошибаюсь, в месяц 75-95 евро в месяц. Потому что, ну, дети бегают, прыгают, никто ничего не выключает. В общем, папа встрял называется. Вот. Газ. Газ рассчитывайте где-то отопление в год как минимум 1000 евро, да, квартира средняя. Это минимум. У меня тоже, опять-таки, если возьмем мой дом, я оплачиваю в год порядка около 3500 евро, вот так вот, 3500 евро оплачиваю в год газ, вот, потому что мы его никогда не выключаем, у нас всегда 2 этажа отапливаются нормально. Если у вас небольшая квартира, то есть рассчитывайте где-то на 1000 евро точно в год, я имею в виду, потому что сейчас газ у нас очень дорогой, американский, а может даже еще пока и русский. Вода стоит недорого, вода где-то на квартиру небольшую где-то стоит 20 евро, рассчитываете в месяц, вот, где-то 10, где-то 20. Забегая вперед, хочу сказать, что на дом вода по-другому считается, как бы, если у вас есть бассейн, или, естественно, у вас есть орошение, да, если сад есть, например, если есть сад, вот, я вам советую воду сделать 2 счетчика, потому что питьевая вода стоит рубль, ну, я говорю за литр, да, например, а кто не знает, а многие не знают, и они поливают с этого же счетчика орошение, у них полив, бассейн, там, и деньги там выходят просто катастрофические в месяц, вот, за все это там, ну, достаточно, там вода вытекает и по 500 евро в месяц, да, то есть это просто... Вот. Чтобы этого не делало, никто не знает, говорю бесплатный совет, делайте 2 счетчика, одна и та же труба, но второй счетчик на сад, да? Вода та же, но там уже вы платите не рубль, а 10 копеек там, за литр, там 5 копеек. То есть будьте внимательны, проверяйте, не отходя от кассы, сколько там счетчиков, и даже если один, лучше сразу после продажи
делать два счетчика на орошение и питьевую. Все, и тогда ваш бюджет будет сэкономлен. Дальше. Что у нас еще может быть? У нас может быть еще с вами экстра в кондоминиуме. Не забыл сказать, что если вдруг кто-то решил завтра, участники собрания кондоминиумов решили покрасить фасад, а вы, например, не захотели, вот, и большинство решило за, то с вас 10 тысяч евро. Да, то есть, опять-таки, перед покупкой мы, как агентство недвижимости, всегда проверяем последнее собрание кондоминиума, смотрим, что они решили сделать в 2024 году. Смотрим, что они решили сделать ни хрена, отлично. А если что-то они все-таки решили сделать, и это стоит столько-то, и на вас прилетает 10 тысяч евро, то мы говорим, мюсье, там скидка по-любому, которая была до этого, плюс еще десятка, извините. Вот, ну, чтобы все было прозрачно, тоже на это обращайте внимание, когда покупаете. Не верьте агентству недвижимости, необходимо это все проверять. И опять-таки проверять стоимость кондоминиума, который платил предыдущий продавец до вас. То есть продавец, который был, продавец, они часто занижают или говорят неправду. То есть тоже это кондоминиум вообще отдельная тема. Хочу сделать, дай бог получится, с администратором кондоминиум, потому что там целый мир, просто там безумный мир. И, к сожалению, нашего брата там очень сильно обманывают. Вот. Но это другая серия. Если будет интересно, давайте сделаем такой ключевой ролик. Я думаю, это всем будет полезно, интересно. Вот. Дальше, какие еще средние затраты для обыкновенного небольшого апартамента? Естественно, еще у вас есть мусор. Да? Мусор вы платите и за квартиру там, или дом. А если есть гараж, еще и за гараж. Почему, не знаю. Ну, то есть, потому что, наверное, гараж, машина, вы там что-то ковыряетесь, мазут выливаете, не знаю. То есть, еще оплачиваете мусор. Мусор примерно, я вот за свой дом оплачиваю где-то 700 евро в год, там 240 метров квадратных. А здесь обыкновенная квартира, где-то рассчитываете 200-300 евро в год. Вот, плюс-минус, вот такие суммы. Вот. По поводу еще дома. С квартирой рассчитывайте минимум на 200 евро в месяц. Это вот минималка, что можно придумать. Вот. Где-то 2200-2400 евро. 2500 в год по-любому средняя квартира будет вам обходиться. Это вы закладываете. Но это, в принципе, нормально. Это нормально. Я думаю, такие же цены везде и у вас в год. Не знаю. Если нет, напишите, мне интересно. По крайней мере, у нас тут цены, которые в магазине и на все остальное, уже, как, например, в Российской Федерации, там на Украине, ну, Белоруссия, понятно, это там они все очень сладкие у вас цены в Беларуси, ребят. Дальше. Дома. В домах нет кондоминиума, но дома, естественно, бывают и по 300, по 500, по 1000 метров квадратных. Здесь давайте разберем обыкновенный там домик 240 метров квадратных, обыкновенный там 150-200 метров дом. Опять-таки смотрим, сколько вы должны оплачивать, если вы покупаете как первое свое основное жилье или покупаете как вторичное жилье, да, то есть первое жилье это ваша основная прописка, вы не оплачиваете налоги ИМУ в Италии. Если вторичное жилье, то вы оплачиваете налог на недвижимость, опять-таки в зависимости от кадастровой стоимости. Вот. Поэтому смотрите, сколько оплачиваете. За дом средний плюс-минус, я вот сколько знаю, оплачивали там, самое меньшее я видел 900 евро в год, да, за дом. А так в среднем где-то от 1500 до 2300, вот так вот, дома такие уже нормальные. А там уже есть и 5000, 10, 15 тысяч евро, но это уже люкс пошло. Самое позитивное, в Италии не такие дорогие налоги на недвижимость, не как у наших соседей во Франции, да, там просто караул, мамма мия. Вот. Здесь дальше рассчитывайте, опять-таки, мусор, это дом, есть гараж, да, где-то это будет составлять 1000 евро в год. Дальше, пассу корабели, если не хотите, чтобы никто напротив вашего гаража машины не ставил, это вообще отдельная тоже тема
нервно. Я вчера вот убивал строителей, которые ставят напротив гаражей, написано по-русски «не ставить машину», не ставят. Вызвали полицию, приехали, забрали. Вот. Ну, скандалить не хочется, в любом случае это стоит одно. Такой значок, знаете, там пассу корабель написано, у нас стоит 60 евро в год. Ну, недорого. Вот, чтобы никто туда не сувался, как бы, потому что может вешать знаки там полиции и так далее. Вот. Никто не ставит. В основном все боятся, потому что ваше право, ваше диритто приехать, позвонить, сказать: ребята, поставили, приезжает полиция, хлысь, забрала машину, а это, я вам скажу, сотка плюс 150, 250 евро на лицо за то, что он неправильно поставил машину, в следующий раз ставить не будет. Вот. Естественно, в доме, если есть бассейн стоит примерно, средний бассейн, вы можете сами обслуживать, да, если там, знаете, такие таблетки хлорные, но хлор сейчас вообще никто не использует, не знаю, это уже, не знаю, это ужасно. Все наши клиенты, мы переоборудовываем бассейны, делаем соль, нормальную соль с ультрафиолетом. Бассейн должен быть сейчас всегда стерильный, и самое главное, мы уже, по крайней мере, не такие уже, как 20 лет назад, кожа должна быть не шелушиться и мягкая, поэтому хлор ни в коем случае. Вот. Средний бассейн стоит, если вы сами его не обслуживаете, где-то 1000 евро, это если вам повезет. Большие бассейны стоят от 2500 евро. Опять-таки, будьте внимательны, когда делаете контракт, потому что говорят там 1000 евро и там без материала. Херакс, опа, уже опять 2000. Вот. Будьте добры, на берегу всегда договаривайтесь, сколько, что, как может стоить. Поэтому средний бассейн со всеми и работами, и чисткой, и заборами воды, и pH, бла-бла-бла, стоит где-то 2-2500, вот так вот. Нормальный бассейн и нормальные специалисты обслуживания, которые его будут обслуживать. Ой, потому что когда вы приедете и там лягушки квакают, я думаю, вы не очень этому обрадуетесь. Вот, поэтому бывает, конечно, старые владельцы дают там телефон Педро, Васи, Тани, которые это обслуживают. Понятно, что это стоит там недорого, там, не знаю, он там будет брать 500 евро в месяц, но гарантия то, что вы будете приезжать и там все будет хорошо, особо нету. Будьте внимательны. То же самое касается и сада, да. Я вот сейчас столкнулся с такой проблемой, что вот 10 лет там доверяли людям, они обслуживали виллы, и я как бы, ну, учитывая, что там бывал не часто, но бывал, стал замечать, что в течение там этого периода времени, да, стал сад приходить в упадок, а сад был роскошный, в принципе, только из-за него и купили эту виллу, как бы под реконструкцию за 1,5 миллиона, и я смотрю, апельсины были оранжевые, 85 было урожая в год, даже не 4, сладкие, все. Потом потихонечку они стали уже быть кислые, уже, знаете, такие бледные. Что такое? В чем дело? А, нет, ну как бы все нормально. Я же там не разбираюсь, как бы, да, как и вы. Вот, поэтому садовника тоже надо лучше посоветовать, кто если советует, да, нормального садовника. Иначе у нас и пальмы загнулись, нам говорили, что пальмы нельзя. Все, жуки поедят, только все. Вот у всех едят, пальмы сдохнут, и у вас тоже сдохнут. Опа! Нашли специалиста, который сейчас там работает. Оказывается, пальмы не сдохли и не сдохнут, потому что есть специальные там препараты, надо просто заниматься своим делом. Так вот, садовник в месяц на небольшой сад плюс-минус стоит там говорю, там 400 евро, да, если у вас небольшой сад. Большой сад рассчитывайте 800 тысяч евро в месяц. Что это туда входит, как бы, естественно, если это лето, то раз в неделю по-любому они приезжают, все там обрезают, подрезают, траву косят, все это убирают, как бы, да, летом пореже, потому что, зимой пореже, потому что не так все растет. Вот. В принципе, везде, куда ни коснись, надо выбирать не балбесов, блин, они нас везде окружают, блин. Поэтому тоже рассчитывайте где-то на 1000 евро, если у вас такой нормальный сад. Если можете сами сэкономить,
хай наросло все лесом, можете засадить все газоном. Сейчас очень красивые искусственные газоны продаются. Как бы, ну, опять-таки, хотите тратиться, хотите не тратиться, я вам примерно говорю цены на какие есть, вот с чем я сталкиваюсь каждый день. Дальше. Электричество. Электричество, естественно, не будет как в квартире стоить. Там средний дом стоит достаточно очень в месяц где-то евро 600, ну, 100 евро минимум будет стоить дом. Минимум, да, то есть 150 даже, давайте так вот. Потому что там много всего, холодильники, это то, там стирается, котел работает, выключатели, плойки, не знаю, там телефоны заряжаются, чайник включили, все, там кондиционеры работают, ну, достаточно хорошо набегает, потому что кондиционеры у нас в основном иногда используют и на горячий, и на холодный воздух. Газ то же самое, вы где-то будете тратить 5000 евро, 4000 евро, если именно газ, большой дом. Вот. Некоторые переходят на пелеты, знаете, такие гранулы из дерева. Вот. Кто-то обслуживается, не парится, там, кондиционером отапливает. Вот. Но это все будет дороже. Естественно. Вода, про воду я уже сказал, как бы, да, ну, дом, нормальный дом будет где-то стоить в месяц по-любому 100 евро, вода, вот, в месяц, говорю, не в год, а там уже в зависимости от того, сколько вы потребляете, куда вы потребляете, вот, и рассчитывайте всегда тоже в доме на экстра, потому что там трещинка, здесь улетела, тут прилетела, там хрустнуло, ну, всякое бывает, вот, поэтому рассчитывайте это минимум, самое 1000 евро в год, что вы потратите на какой-то экстра, да, непредвиденные расходы. Потому что непредвиденные расходы могут быть также у садовников, если вы там договорились на, не знаю, там, на 500 евро в месяц, но завелась там на елке какая-нибудь там бяка, да, то есть вызывать надо вышку, и если вы не вызовете, там все съедят, и там вообще все будет ужасно, весь сад заболеет, то есть экстра она у нас везде поджидает, это тоже нормально. Вот. Все, на данном позитивном моменте я с вами хочу попрощаться. Я полетел в Камбоджу, в Таиланд, пора отдыхать. Скоро, как вы помните, у меня день рождения в феврале. Все вопросы, какие и по стоимости недвижимости я не сказал, напишите, обязательно отвечу. Вот, все. За окном у нас 15 градусов тепла, сейчас 5 утра. Потому что это единственное время, когда у меня не звонят телефоны, и все ролики, которые вы видите с моим участием юридического характера, это все снимается в 3-5 утра, как бы я очень рано встаю, и, по крайней мере, никто не беспокоит, можно настроиться на творческие мысли. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, фортуна на нашей стороне, как всегда. Пока!